Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю сочную и ароматную курицу с лимоном в соусе терияки и подаю на гарнир рис. Конечно, гарнир вы можете взять любой, какой вам больше нравится. Она получается такая нежная, такая ароматная. Очень рекомендую приготовить такое блюдо. Это отличный вариант быстрого и простого ужина, который впечатлит всех. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Подготавливаю курицу. Для рецепта я использую куриное филе, а также у меня здесь куриные бедра без косточек. Косточки я удалила, но кожу оставила. Мы любим бедрышки с кожей. Если вы хотите, кожу также можно удалить. Сейчас мясо режу на небольшие кусочки. Я буду разрезать на небольшие полосочки. Бедра также разрезаю на полоски. Если вы хотите, можно использовать либо только бедрышки, либо только куриную грудку. Но мне кажется, вот такой микс получается наиболее вкусный. Кусочки курицы перекладываю в миску и замариную. Добавляю 4 столовые ложки соевого соуса, столовую ложку устричного соуса. Если вы не нашли устричный соус, ничем его не заменяйте. Просто пропустите этот ингредиент. Добавляю столовую ложку кунжутного масла. Оно очень ароматное. И мне кажется, сейчас его можно купить везде. Если нет, то тоже в принципе ничего страшного. Добавляйте обычное растительное. И теперь добавляю ложку меда. Если не хотите использовать мед, можно заменить его сахаром. Добавляю 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Можно использовать и картофельный. Выдавлю через пресс 2 зубчика чеснока. Добавляю черный перец. Немного соли, так как уже есть здесь соевый соус. Конечно, соль и перец добавляйте по вкусу. И также я добавлю еще чайную ложку сушеного чеснока. Хорошо все перемешиваю и оставлю курицу промариноваться хотя бы минут на 15-20. Средними кусочками режу остальной чеснок. У меня здесь 5 крупных зубчиков. Соломкой порежу имбирь. Перьями 1 большую красную луковицу и полукольцами порежу 1 лимон. Косточки из лимона по желанию можно удалить. Средними кусочками порежу большой пучок кинзы. На гарнир к этой курице прекрасно подойдет рис, поэтому сразу ставлю его готовиться. Использую я рис жасмин и точно такой же стакан чистой воды. Рис я пересыпаю в миску и хорошо его промою под проточной водой. Я хорошо промыла рис, посмотрите, вода стала абсолютно прозрачная. Перекладываю рис в кастрюлю. Для приготовления риса лучше использовать кастрюлю с толстым дном. Вот такие крышки, и в них есть отверстие для выхода пара. Поэтому я беру бамбуковую шпажку и закрываю это отверстие, чтобы пар не выходил. Если у вас выходит пар из кастрюли, вам, конечно, тогда понадобится чуть больше воды. Я же беру из расчета 1 к 1. Заливаю рис чистой водой, немного посолю. Вот именно сейчас добавляем соль, буквально пол чайной ложки. Немного перемешиваю и ставлю кастрюлю на плиту. Довожу до кипения. Как только рис закипел, делаем огонь минимальный и варим его в зависимости от сорта 12-14 минут, не открывая крышку. У меня прошло примерно 14 минут. Быстро открываю крышку и рис перемешиваю. Огонь выключаю
Крышку закрываю и оставляю рис под закрытой крышкой примерно на 10 минут. И он будет уже полностью готов. Готовить я буду курицу в сковороде вок, но можно использовать и обычную большую сковороду. Включаю ее разогреваться, наливаю растительное масло. Готовить курицу я буду на большом огне при постоянном помешивании. Масло хорошо разогрелось, отправляю в сковородку курицу, обжариваю примерно 10-12 минут. Такая маринованная курица готовится очень быстро, поэтому не пережаривайте ее. Добавляю в сковородку имбирь и чеснок. Обжариваю в течение 1-2 минут. Теперь добавляю лук. Обжариваю еще 2 минуты. Теперь последний штрих. Добавляю дольки лимона. Огонь выключаю и добавляю кинзу. И вот такая великолепная курица уже готова. Конечно, сразу горячую подаем к столу. Выглядит все просто потрясающе, а на вкус еще лучше. Для красивой подачи рис переложила в пиалку и выкладываю кусочки курицы. По желанию можно добавить еще немного свежей кинзы, а рис сверху присыпать черным кунжутом. Вот такой очень аппетитный и вкусный обед получился. Обязательно приготовьте. Это так вкусно. Курица такая нежная, ароматная, сочная и вкусный рис. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если рецепт вам понравился, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых интересных рецептов.